Сейчас мы хотим в нашем 911 Porsche Turbo S заменить ремни безопасности на другой цвет и прочие детали интерьера, включая руль, образные дверные вставки и прочее. Для этого мы позвоним уже в проверенную компанию Airbag Service. Я не зря акцентрировал внимание на том, что компания Airbag Service проверенная, так как мы знаем этих ребят, приезжают они достаточно быстро, как правило, у них есть все в наличии. Hello, mate. You okay? Yeah, so fast. Thank you very much. Thank you. Тем временем Марк приступает к работе. Мы видим, каким цветом ремни были до. Первым делом снимаются сиденья для того, чтобы было удобнее доставать ремни безопасности. А как выяснилось позже, достаются они, особенно задние, достаточно сложно. Так, я сейчас тут немного ускорю. Думаю, так все понятно. Так, ну а пока вы вникаете, и я надеюсь, что этот контент вам достаточно полезен и интересен, я немного расскажу про саму компанию Airbag Service. Компания с многолетним опытом, а точнее уже около 10 лет они работают по всей Англии, доставляют на место к заказчику, к битым машинам подушки безопасности, меняя их, включая ремни, естественно, безопасности, ну и прочие ремонтные работы, связанные с безопасностью автомобиля, также они осуществляют. В данном случае, я напомню, это Porsche 911 Turbo S, в котором меняются ремни безопасности и декоративные вставки, да, детали, включая руль, детали интерьера. Успешный успех. Я настоятельно вам рекомендую не переключаться, потому что в конце мы увидим действительно интересный проект. Классно смотрятся, ну честно, классно смотрятся все эти декоративные вставки. Руль просто бесподобный. Ну, давайте не буду забегать вперед, давайте смотреть. Вот как раз это та самая часть, которая мешает добраться до ремней, и ее нужно снимать. Вот мы видим, как сложно было до него добраться, и вот только сейчас, что слева, что с правой стороны, он находится в одинаковом месте, мы вот таким способом его достаем. Как вы видите, в руках у нас желтые ремни, те самые, которые просит заказчик, и мы приступаем к установке, то есть все в обратном порядке. Но, конечно, нужно учесть правильность установки этих ремней, то есть какая сторона, какой правый, какой левый. Давайте посмотрим на эти декоративные вставки, как раз о которых я говорил ранее. Ай, как оно смотрится, а? С желтым оттенком, как раз под суппорта. Это вот мы видим дверные вставки. А вот и тот самый руль. Так, это уже пассажирский, да, ремень? Ну, это задний. Ну, задний, я имею в виду, да. Так, Марк, расскажи какие-то особенности. Вот была в чем основная сложность замены ремней? Сложно замена ремней. То, что их нужно это все снимать. Снимать как? Все. Все снимать. Слишком сложно. Ну, то есть, по сути, вот до этих ремней было легко добраться, да, до передних. А чтобы добраться до задних, что нам пришлось сделать?
Разобрать пол машины. Разобрать пол машины. И все это у нас есть на предыдущих сюжетах. Меня случайно начинает... Что было, блядь? Подозреваем, крыша может не закрыться. Это серьезно. Это-то точно, да. Лучше, наверное, не комментировать. Потом виноватым будешь. Вон на камеру. А камера все Камеру держи, пишет. вот эту крышку мне подай, пожалуйста. на которой Будь стоит. человеком. О, Которая ладно, ты- сними. На которую ты, кстати, уже наступал. А вот ты что не комментируешь? А он уже на нее наступал. Так, это что за крышка? Ну какая-то? С говностопом начинено. Так, аккуратней, Марк. Ну это просто крышка. Так, а что ты отсюда не снимаешь? Не, на самом деле компания Airbag Service, там работают одни профессионалы и иронический смех на фоне, мы понимаем с вами, что это... Работает Я профессионалы один, через 10 лет. Я один из них. 100%. Я люблю, блядь, профессиональную работу. Нет, так а что ты думаешь, в Порше поедет, блядь, наизусть все знает, так же само, блядь, разбирали. Конечно. Методом тыка. Где-то эскиз какой получит. 100%. Это же не каждодневная работа такая. Ручный волосик. Попробуем. Это вот это называется ветровик? Это в Porsche он электронный, а в других машинах он механический. Понятно. В кабриолетах чаще всего у них здесь сидушка опускается, за сидушкой специально сложенная. Должен быть, но всякие нехорошие люди, у которых... Вот и те самые прекраснейшие кресла. Посмотрите, как они классно выглядят. Задняя сторона была заменена на вот такой раскрас. Очень круто сочетается с теми дополнениями, которые я вам показывал ранее в дверях, в центральной консоли, в руле. Смотрите. Я хочу домой. Мне еще постричься. Как мне постричься? Еще заехать. Хуёво прикрутил или что? Я не смогу прикрутить вторую. Давай, если будешь жигать, давай. Шутка. Почему ты не сможешь второй прикрутить? Не сил. Да пиздец, Марк, тут уже такое. Сейчас мы возьмем, прикрутим и возьмем все, весь лауры на себя, да? Скажи. Камеру, мэн, красавчик, я лайкайся, все, да, ставлю, понял? Man? Я же не удалю, оставлю. Good car, I'm happy. Я, блин, поднял, а сразу поцарапал. Я вот это поднял, а сразу его потёр. Что эта хуйня поломана? Так вот, так вот. Ее надо новую, видишь? Она С нормально. другой стороны тоже очаг. Они с обоих сторон поломаны. Хорошо, когда человек молится о работе, да? Ну, а это как надо любить свою работу так? Потом молиться на сиденье, на сиденье. Обожаю, блядь.
кассетам, это, блядь, дырка ебаная. А я вот всегда говорил, что это добряк. Повторите. Господи, спаси, сохрани. Не вижу. По-быстрому хотя бы. Давай. Устроить все парцы нахуй, цвета музыки, бля. Ну, сейчас будет, нахуй, цвет. Чисто рудоморское. Рудоморское. После долгих уговоров машина завелась и готова к движению на. Так, давайте выгонять машину на улицу, и там уже будем наклеивать Turbo S сзади. Конечно, смотрится она. Цвет такой удачный. Сначала обезжириваем поверхность. Ну и самое сложное — это ровно наклеить. Сейчас что-нибудь посмотрим в интернете, как это выглядит, по идее, и будем пытаться. Как тут не посередине, тут недалеко. Считай R цена. Вот эти буквы. Это еще, Ну, S уже в бок. Нет, у нас вся должна быть посередине, примерно вот так. Ну, клей. Ага, клей, блядь. Ну, раздержишь, наклеим. Я уже наклеил на одну. Здесь нету нахуй права на ошибку, блядь, давай. Как скажешь, так будет клеено. Ну, посмотрите, дальше посмотрите. Я могу по аэрбуке сделать. Я могу, в принципе, вот так сделать. И наклейки бывают это. Ну, короче, немножко ищет центров. А где S? Так клеить? Чуть-чуть за R можно зайти. Чуть-чуть. Так? А? Да, да. Ну, открывается? Не знаю, не работает. Тайский нормально. С этим будет уже посложнее. Будет все здорово. Какой это размер? Как тебе ТС клеится? Право на ошибку нет.
классическая фотка. Это не такое. Ну, прямо почти в упор, блядь, да? Маленькая щелька. Надо было больше туда, но... Так вот. Я могу поставить снова. О, Короче. Так, окей будет. конечно, потом знаешь. Криво, так все равно получилось. Говорю, блядь. Зеркало не сломайте. Блядь, никак не надо. И так машина бедная, нахуй. Это машина одного из наших ребят. Как вы видите, она разобрана, лобовое стекло, внутри тоже ничего нет. Дело в том, что она вообще передвигается, все нормально работала, за исключением печки. Но это уже совсем другая история.